Всем привет, ребятушки! Привет! Как обычно на канале своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. И это наш новогодний круиз по странам Азии. Таиланд, Малайзия, Сингапур. Посмотрев данный выпуск, у вас не останется вообще никаких вопросов. И, конечно же, друзья, мы вам покажем ночную жизнь на круизном лайнере. С Новым годом! У-ху! Погнали! Наш круиз начинается с того, что мы выселились из нашего отеля в Сингапуре. Посмотрите обязательно выпуск про сам Сингапур. Мы сняли очень клевый. Смотрите предыдущий. У нас рубашечка с собой специально все под Новый год приготовили. Мы уже подъезжаем. Здесь находится терминал для лайнеров. И видно два лайнера. Один из этих наш. Итак, ребятки, мы добрались. Значит, круизный терминал. С таксистом расплатились. Посмотрите, какая красота. Говорят, что здесь все очень удобно сделано, и у этого терминала большая пропускная способность. Когда мы покупали билет, нам прислали вот такие багажные бирки, мы их распечатали, их сейчас вешают на чемоданчики. И все это дело происходит на входе в сам терминал. Вот здесь вход, видите, мы еще не зашли, и здесь, получается, регистрируют наши чемоданы. Потом их прямо в каюту должны доставить. А на заднем фоне вы сейчас видите очередь, и люди, у которых нет бирки, они в этой очереди стоят, чтобы эту бирку получить. Поэтому, когда вы покупаете билет на круизный лайнер, вам высылается на почту эта бирка, обязательно ее распечатайте, и вы так сэкономите время. Вот наши бирочки, мы уже подходим вот сюда, видите, скопление чемоданов, отдаем эти чемоданы и все. И дальше идем уже регистрироваться на сам круиз, без чемоданов. В этом плане, как видите, Сингапур красавчики. Такое ощущение, что попал в какой-то аэропорт. В начале регистрации еще есть вот такая стойка, называется Pocket Wi-Fi. То есть вы себе покупаете такой набор, и в течение всего круиза у вас будет всегда интернет. В общем, мы взяли себе модемчик, он работает только на земле. У нас на самом лайнере будет интернет. А чтобы на земле, короче, стоит 35 баксов. Это получается 6 дней, 5 ночей. Ну, когда станем, посмотрим, что за штука. То есть там просто модем, там сим-карта, видимо, вставлена. Вот. И еще мы отдали в залог 100 баксов. И когда приедем обратно сюда, нам эти деньги вернут. В зависимости от лайнера и количества дней, проведенных в круизе, видите, цена разная. Здесь сейчас у нас будет контроль пограничный. Проверяют все вещи, как в аэропорту. Сейчас у нас проверяют билеты, и уже идем грузиться на лайнер. Все это, походила финальная очередь, и вот уже стоит наш круизный лайнер. Видно, видите его? Еще, когда вы билеты покупаете, вам на почту вот такая вот штука присылается, называется Set Sail. Обязательно распечатайте ее. Сейчас он еще попросил у нас визу Сингапура, проверяет, да? Потому что без визы невозможно отправиться в круиз. Еще раз коротко о документах. Что вам нужно, чтобы зарегистрироваться? Вам нужен Set Sail пас, который вам присылают. Вам нужен сам паспорт. Паспорт виза Сингапура. Иммиграционная карточка, которая вам дается на въезде. И копия паспорта вашего обязательно, потому что все это, вот с этими всеми документами, мы сейчас идем на иммиграционный контроль, и потом паспорта остаются у ребят. Итак, друзья, вот он, наш круизный лайнер. Смотрите, такой красавчик, бело-синий-голубой. И мы погнали загружаться. Когда вы получаете на входе вот такие вот карты, обязательно посмотрите, проверьте, чтобы здесь были написаны ваше имя и фамилия. И, как видите, Елизавета у нас Грачева до сих пор фамилию не сменила. Со старой ездит. И сейчас на последнем пункте у нас забирают паспорта, и их нам вернут только в конце нашего круиза. И наши паспорта, короче, вот, это наши два паспорта, видите? Их нужно все время держать и не потерять. Паспорта забирают, проверяют. Здесь целое хранилище паспортов вообще всех стран. И вот началась финишная прямая. Мы идем по стеклянному коридору, который стыкуется прямо с нашим круизным лайнером. Так, в предвкушении начала путешествия. Все только начинается. Получается, вся процедура регистрации от момента, когда мы приехали на такси, у нас заняло 1,5 часа со всеми ожиданиями, входами. Я считаю, что это было очень быстро. Максимально быстро. И, ребята, все. Вот мы на круизном лайнере. Здесь сейчас просканировали нашу карту. Это значит, что мы попали на круизный лайнер. И когда вы с лайнера уходите, они тоже сканируют. Они знают, сколько людей вышло с лайнера, сколько сейчас на лайнере, чтобы никого не забыть. Круиз начинается. О, добро пожаловать на борт с кондиционером. Посмотрите, какая красотища. У нас, значит, каюта 8673. Посмотрим, где она находится. Это, получается, 8-я палуба. Вот, смотрите, тоже улица это есть, да, променад с кафешками. Так, 8673. Да, мы правильно, все сюда. Погнали искать. Получается, нам налево. Вот сюда. Просто обожаю круизики. Даже прям представить сложно, что вот уже сейчас мы тронемся. Кстати говоря, те чемоданы, которые, помните, вначале мы сдали, все чемоданчики доставляются прямо до номеров, до своих кают. Вы приходите, ваш чемодан уже стоит. Итак, друзья, сейчас вам покажу нашу каюту. И знаете, почему сейчас здесь нет наших чемоданов? Потому что мы в чемодан убрали огромную бутылку алкоголя.
и прочитали сейчас, что если в вашем чемодане есть алкоголь, то вы можете забрать свои чемоданы там внизу после 6 часов вечера. То есть изымут алкоголь, и потом его нам вернут, когда круиз закончится. Вот наша каюта. Посмотрите, какая прелесть. В общем, диванчик. Очень светло здесь. Вот такая кровать с зеркалом, 2 тумбочки, светильники, телефон, картина. Здесь будет мое рабочее место. Есть телек. Всякие вот для вещей такие штуки. Сейф даже имеется. Водичка. 2 бутылки водички. Чайник, чай, кофе, чашки. Тут у нас лежит фен. И вот здесь холодильник. Там внутри ничего. Пусто, то есть можешь что-нибудь туда свое класть. Теперь ракурс с кровати. Вот в чем вот кроватка. Мы с вами отсюда выходим. Опять видим Лизончика, сидящего на диване. Светло, комфортно, уютно. И, конечно же, нас с вами интересует душевая и ванная комната. Заходим. Вот такая здесь атмосфера. Не очень просторно, но зато комфортно, уютно, светло. Самое главное, что светло. Большое зеркало, видите, такое огромное. Стаканчики под зубные щетки. Вот есть полотенце для рук, для ног. Собственно, сам туалет. Вот полотенце 2, чтобы вытираться. И душевая кабинка, в которой имеется душ и гель для душа. И прямо напротив душевой у нас имеется шкаф. Здесь, значит, спасательные жилеты, 2 штуки, полочки для вещей, вешалки. Здесь наши вечерние платья уже мы повесили. Ну вот сюда сейчас поставим чемоданы, которые заберем после 6 часов вечера. И вы наверняка заметили, что в нашей каюте нет окна и нет балкона. Вообще, когда вы едете в круизы, обязательно берите, если у вас есть возможность, как минимум, чтобы у вас было окно. Ну, лучше, конечно, брать еще балкон, чтобы наслаждаться круизом. А мы поехали, чтобы вам показать бюджетный вариант. Мы, на самом деле, хотели взять с балкона, но когда мы спохватились покупать круиз, все было забронировано, осталось вот 4 буквально каюты. И, к сожалению, эти каюты были без окна. Но фишка в том, что каюта с балконом стоит 60 тысяч рублей на человека примерно. То есть на двоих будет 120 тысяч рублей. Это вот новогодний круиз на 6 дней и 5 ночей. А у нас то же самое, 6 дней и 5 ночей. Но, как видите, у нас нет даже окна, но зато стоит всего лишь это 31 тысячу рублей на человека. То есть, что очень дешево. И этим самым мы хотим вам показать, что круизы вполне себе бюджетный вариант путешествия, особенно на Новый год. А если учесть, что можно поехать не на Новый год цены выше, то круиз будет еще дешевле, если брать каюту вообще без всего, без окна, без балкона, можно там 1000 на 20 спокойно найти. На столе, как видите, уже лежит программка, она каждый день меняется, и каждый день вам в номер доставляется. Вы можете посмотреть, что вас ждет в течение всего дня. Вот, все почитать, совсем ознакомиться, чтобы на всякие шоу успеть. И, как видите, у нас здесь будет, то есть, вот 5 дней. Получается, первый день, видите, мы сейчас с Сингапура стартуем. Во второй день мы приплываем в Куала-Лумпур, Малайзия. Все время написано, когда, со скольки до скольки. То есть, в 4 утра приплываем, в 8 вечера отплываем. Дальше нас идет Пхукет, Таиланд. Потом Лангкави, Малайзия. И 5-й день в море. И обратно возвращаемся в Сингапур. И также дальше, если полистать, смотрите, здесь вы видите огромное количество экскурсий. Экскурсии в Куала-Лумпуре и во всех других странах, на островах. То есть вы все выбираете, видите цену, и все это можно заранее забронировать. И когда вы выходите, остановка, да, где-то в порту, просто вас ждет автобус, вы садитесь, и вас отвозят на экскурсию. Но мы, наверное, пользоваться этим не будем, потому что мы хотим сами выйти, погулять, насладиться и больше времени провести на самом круизном лайнере. Мы спустились вниз, забрали наши чемоданы, и у нас все, что забрали, так это только переходник. Переходник, который вставляется вот в розетку, такой разветвитель, потому что это по технике безопасности запрещено. А вот весь алкоголь, который был у нас в чемоданах, это шампанское, вино, все оставили, потому что слабые алкогольные напитки, там по бутылке на человека дали сколько можно, да, а забирают всякие ликеры, которые вот там 40 градусов и выше, крепкий алкоголь. Ну и фильтр забрали не навсегда, это все изымается на время круиза, потом, когда возвращаетесь обратно на место старта, у нас это Сингапур, там бумажку нам специально выдали, мы ее показываем, и нам все, что забрали, вернут. Тот момент, когда не забрали алкоголь. Да, да-да. Тот момент, когда ты как будто уже выпил его. 1,5 часа до отплытия, друзья. Еще раз вам на прощание покажу терминал. Вот он, огромный терминал, где мы регистрировались, проходили все эти процедуры. Прямо сейчас по курсу у вас Marina Bay Sands, колесо обозрения. Видно весь Сингапур. Вот такая у нас высота нашего круизного лайнера. Перед началом основной части круиза происходит у нас тренировка такая спасательная. То есть вот у нас в карточке написано D24. И, то есть если корабль будет вдруг тонуть, мы собираемся на D24 и всю эту группу будут эвакуировать. Это сделано для того, чтобы все люди знали свои места. То есть корабль тонет, все бегут туда, где им сказали, да? И не будет столпотворения людей. Все знают свое место. У каждого человека своя вот эта цифра. Да.
Все, и так, видите, здесь вот столько человек, да, здесь есть две огромные шлюпки, куда, собственно, мы поместимся, если что-то случится. Все, инструктаж закончился, и теперь начинается круиз. Да, ребята, у вас потемнело, это неспроста, потому что время 8 утра, уже должно быть светло, но у нас каюта без окна, и это самый главный минус, поэтому кто хочет дешево, но сердито, то пожалуйста, вот, 30 тысяч на человека, у вас круиз шикарный, но у вас нет окна, и когда ты спишь, и когда просыпаешься, такое ощущение, что ночь, а уже все, уже завтрак начался, уже все там на палубе гуляют. Тут сами, конечно, выбирайте, то есть вот тридцатник, если хотите, конечно, с окном, то это в 2 раза дороже. С балкона там может быть еще подороже. Давайте начнем, наверное, с завтрака. Сейчас мы отправимся, вам покажу нарезочку под музыку, что здесь можно покушать, потому что выбор очень большой. Здесь у нас вход в главный ресторан, где шведский стол. Вся штучка, брызгаете, чтобы обеззаразить руки спиртиком. Как видите, новогодняя атмосфера в самом разгаре. Сюда красивенько украшено, домики новогодние, елочки, Деда Морозы. Как вы думаете, что первое берет Лиза? Конечно же, это огромное количество красной рыбы. Завтрак был, конечно, бомбический, очень вкусный. Посмотрите, я вам еще раз покажу. Это все огромное помещение, где люди кушают. Я специально достал камеру уже, когда все ушли. Потому что такой голодеж стоит, ничего слышно бы не было. И наша первая остановка сейчас в Куала-Лумпуре. Мы стоим, 3 часа отправляемся. И сейчас будем делать вам обзор нашего круизного лайнера. Везде прогуляемся, все покажем. Как тебе завтрак, Лиза? Мне очень понравилось. Рыбка, а ты не успел взять. Помимо обычного шведского стола, здесь есть ресторан, он 3-этажный. Здесь за каждой каютой закреплен свой столик, и вы здесь заказываете еду по меню. Конечно, такая богатая, просто роскошная атмосфера. Здесь можно также завтракать, обедать или ужинать. На входе нас встречают официанты, и здесь же можно взять меню на 8 языках. Кстати говоря, русского нет. Я у них спросила, почему, они такие: о, типа, не знаю. Он говорит, у меня есть словарик, если вам надо. Ребята заинтересовались с нами, спрашивают, как мы записываем видосы, на что пишем звук. Из Индонезии ребята работают. Здесь тоже Индонезия. Мы говорим, что мы очень Бали любим. Они такие: о, типа, где вы были? Мы все места назвали баллистики. Я, короче, уже, смотрите, ребят из Индонезии подписал на наш канал. Вот он, видите, листает своим ходом. Подписался. New subscribe. Subscribes, yeah? Subscribe already. Yeah, good. Yeah, subscribe already. Sorry. Thank you, bye-bye. Thank you. Bye-bye. Зашли видео чуть подснять, привлекли к себе слишком много внимания, уходим. Как видите, на нашем круизном лайнере 15 палуб. На первой и второй палубе расположен медицинский центр и конференц-центр, а мы сейчас с вами находимся на 3-й палубе и будем исследовать весь лайнер снизу вверх. На этой же палубе целый зал отведен фотостудии. Здесь можно сделать профессиональные фотографии ваши семейные. Здесь же можно посмотреть, какие фотки вам уже сделали на этом круизном лайнере, потому что фотографы стоят в разных частях корабля. Давайте посмотрим, вы просто берете карточку, так проводите. Да, и вот наша фотка, видите, она вся защищена, то есть можно ее купить, вам распечатают. Здесь же можно купить даже GoPro. GoPro стоит $400 здесь. Напишите, дорого это или нет, сколько у нас в России стоит сейчас. И позади этой студии находится ледовая арена, где днем можно покататься на коньках, на настоящем льду. Здесь все выдается, и коньки, и шлем, но только с собой нужно свои носки брать обязательно. Как лед? Я сейчас катаюсь в 8-й сессии, то есть самой последней сессии, которая каждая сессия длится полчаса. Лед просто в хлам убит. Просто в хлам. Только вот стадо гипопотамов каталось на нем на коньках. Я не могу кататься. Вообще так сложно. Ребята, это просто очень круто. Я как представляю, что мы сейчас на огромном лайнере плывем где-то посередине моря. Просто нереально вообще вот так вот. Ну, катаешься на катке. 10 минут осталось, так время быстро прошло. А вечером здесь проходит шоу на ледовой арене.
Шоу очень крутое, целый час выступали. Кстати, была пара ребят из России, девочка и мальчик. Девочка и из еще одна России. девочка из России, да. Вообще Очень красавчик. круто танцуют все, потрясающе. Я так люблю фигурное катание. Представляете, здесь на корабле не нужно специально идти на шоу фигурного катания, можно прямо здесь посмотреть. Но это лишь начало, ребята. Я на самом деле в восторге от конструкции этого круизного лайнера. Посмотрите сейчас наверх, это невероятно. Ну что, пойдемте с вами на следующую палубу номер 4. Здесь, конечно, обалденно красиво, как в торговом центре, но даже не верится, что мы на лайнере. На этом круизном лайнере очень много ресторанов и баров. Не все работают по системе «все включено», и в некоторые нужно записываться заранее. Позади нас сейчас находится театр, который называется «Ла Скала», и здесь происходят основные, самые главные представления, концерты, развлекательные программы и шоу. Как здорово, что на каждой палубе расположен вот такой макет. Мы сейчас на 4-й палубе, и можно посмотреть, куда нам идти, что здесь расположено. Здесь прям вот наглядно подписано. На каждой палубе такой кораблик стоит. Классно. Ходили, считали специально лифты, насчитали 14 штук на одном лайнере, прикиньте. Давайте прокатимся на одном из них, они очень классные, такие прозрачные и красивые. В лифте каждый день меняется вот такая штучка, и написано, какой сейчас день недели. И также очень удобно, что вот, видите, на каком этаже находитесь, подписано, что на этом этаже имеется. Едем наверх! У-у-у! Катаемся на лифте. Вау! У-у-у! Обалдеть! Это всего с 5-го этажа до 12-го. А теперь вниз. Катаемся на лифте. 5-я палуба, моя любимая. Здесь находится променад огромный, такая широкая улица с магазинами вдоль нее, барчиками, ресторанчиками. Здесь можно поесть даже в 12 ночи, бесплатно абсолютно. Выпить коктейльчик, пошопиться, хорошо провести время с друзьями и не заметить, как пролетел целый день, а вы уже в другой стране. Ну, а Royal Променад, самую главную тусовочную улицу, я беру на себя и покажу вам ее полностью. Погнали. И повторюсь, такое ощущение, что гуляешь по гигантскому торговому комплексу. Слева, справа многочисленное количество магазинов. Причем магазинов таких, знаете, брендовых с золотом, серебром, одеждой и так далее. Из всего этого мы выбрали себе вот такую вот штуку под напиточки. Здесь можно разбавлять. Будет на Новый год сам это 17 баксов стоит. И магнит вот такой 8 баксов. Прямо перед вами сейчас новогодняя елка. Красивая, красавица такая стоит, создает нам атмосферу праздника. И если вы заметили, также слева и справа, выше самих магазинов, мы видим окна, как, знаете, в домах. И это не простые окна, это окна кают. То есть есть каюты, как у нас, которые вообще без окон. Есть каюты, которые выходят на балкон с видом на море, на океан, в зависимости от того, где плывете. А есть каюты, которые не выходят на море и океан, но зато не выходят на главную улицу. Так вот, у нас самая стрёмная каюта. В смысле, не очень хорошая каюта. Каюта классная, просто в ней нет окна. Такая постелька мягкая, в ней так лежишь. Круто обдувает кондиционер. Иногда даже хочется включить потеплее, но так под одеялком укутываешься, обнимаешь кого-нибудь и очень круто спать. И вот такая получается улица. Здесь рестораны и бары. Клубов здесь нет, но, несмотря на это, тоже очень весело. Здесь, например, можно заказать себе пиццу, причем эта пицца тоже по системе все включено. А это горбатый Виталик, который снимает уже вторые сутки вам лайнер со всех сторон. Улыбается еще, смотрите. Это мое самое любимое место на этой улице. Здесь, смотрите, открывается вид на лифты, на все этажи. Такой вид, конечно, богатый. Такое ощущение, что все позолоченное, сверкает, блестит. Здесь находится ресторан, телефонная будка, в которой стоит банкомат, там можно деньги снять. И вот так просматривается вся улица вдаль с окнами, выходящими сюда. Ну разве Виталик вам может рассказать, какие здесь потрясающие сумочки на променаде сегодня вечером прям выставили и можно покупать? На самом деле вечером намного больше народу везде, все гуляют, отдыхают. Я на самом деле думаю, что бренды вас так же мало интересуют, как и нас. Мы же приехали с вами на лайнер, на круизный, поэтому пойдемте дальше. Вот, например, Star Lounge. Никого сейчас нет абсолютно, потому что все наверху купаются в бассейнах, выходят в города, где мы останавливаемся. А вот вечером уже такая атмосфера начинается. А чуть позже в этом баре можно научиться танцевать ча-ча-ча. Ча-ча-ча.
очень весело и очень много народу участвует. Спускаемся в подпольное казино поиграть. На этом же 4-м этаже расположено огроменное казино. И, как вы видите, сейчас совсем нет народу, потому что это раннее утро. И в казино снимать запрещено, к сожалению, когда здесь сидят люди. Поэтому мы пришли тогда, когда здесь ни одного человека нет, чтобы снять вам видео. Смотрите, какой классный вход в казино. Так все украшено, красиво. И посмотрите, что находится у меня сейчас под ногами. Золото, серебро, драгоценности со всего мира, золотые слитки. Ну, это, конечно, прикольно сделано. Понятно, что все искусственное, но красивый такой вход. Заходишь в богатую атмосферу, да? Посмотрите, огромное количество автоматов. Красота. А вот так казино смотрится, когда уже вечер, друзья. Видите, все автоматы, все с посетителями. Уже люди играют вовсю, тратят свои деньги. Как ты сидеть, должна деньги просаживает в автоматах. Ну, мы, кстати, всего $20 положили. Пока что мы вообще ничего не проиграли, мы выиграли, у нас было 20. Ой, что-то выиграла, смотрите-ка. А? Следующий автомат стоит одна попытка $1. Нужно попасть ключиком вот сюда. Мы хотим выиграть $800, естественно. Зачем нам 200, 100, никому не интересно. Вот 800, понимаете? Вот дверь, ой, вообще плохо, все косой, просто вообще. Казино отстой, никогда не играйте в азартные игры. Кстати, напишите, вы когда-нибудь играли в казино и что-нибудь выигрывали? Чисто так интересно. Нам надо было выиграть $2, забрать их и уйти сразу. А что это у нас такое, ребята? Здесь у нас $44.50, и мы отыгрались. По поводу интернета, друзья. Компания WOOM, она предоставляет интернет для круизных лайнеров. Собственно, на этом же лайнере находится эта компания. И вот пакет интернета на день, смотрите, стоит $20. Мы взяли себе на все дни. То есть у нас полностью есть интернет везде, в каюте, где угодно. Но это только на один телефон. То есть когда телефон один мы подключили, и когда вводишь этот же пароль на другом телефоне, он вырубается, тот, которым был, и работает этот. Поэтому если вам нужно два устройства, то нужно брать два пакета по $20. Но это только, видите, это только на круизном лайнере. Когда вы уже выходите, соответственно, в разные страны, а круиз это же путешествие по разным странам, то интернета у вас нет, и поэтому, когда вы смотрели начало выпуска, мы там показывали, что на берегу, перед тем, как сесть на наш круизный лайнер, мы взяли себе другую приблуду, которая обеспечивает нас интернетом уже на суше. И поэтому мы, короче, все в интернете. Мы можем здесь интернетиться, можем на суше, короче, красавчики. А это наш любимый ресторан, где находится шведский стол, буфет. И сейчас мы идем с вами на обед. Как видите, друзья, вот где весь народ. И по традиции просто сейчас вам сделаю нарезочку под музыку и покажу все, что здесь есть на шведском столе, потому что он поистине огромный. На выходе из ресторана, где завтраки, обеды, ужин, стоит огромный макет лайнера. И скоро мы уже заберемся наверх и покажем вам самую верхнюю с бассейнами палубу. Здесь же находится библиотека, причем она двухъярусная, она плавно перетекает с одной палубы еще на нижнюю палубу. Очень много книг, можно в игры поиграть, даже стоят компьютеры с подключением к интернету. Когда-нибудь видели книжку на мандаринском? Мандаринский язык? Да, смотри, она читается как-то вот так. Я так думаю, что она с последней страницы на первую еще и вертикально. И прямо из библиотеки наблюдаем мы на самую главную улицу, на променад. Смотрите, можно сесть так, насладиться видом. Хочу рассказать вам про систему напитков на этом лайнере. Вы можете выбрать один из 3 пакетов. Первый пакет безалкогольный. Стоит $8.50 в день на человека. Туда входит призовая такая кружка Кока-Колы, которую вы можете постоянно пополнять, и любая сода. Второй пакет стоит $26 человека в день. Туда входит такая же призовая кружка Кока-Колы брендированная. Туда входит кофе, чай, соки и безалкогольные коктейли. И третий пакет, самый, который вас интересует больше всего, это все напитки, абсолютно в том числе и алкогольные. Стоит $57 в день на человека. Что интересно, первые 2 пакета вы можете купить на каюту на любого члена семьи, то есть на одного вы можете купить. Пакет с алкоголем вы не можете купить на одного. Если у вас в каюте 2, вы должны купить на 2. Соответственно, получается больше $300 на человека за весь круиз. Соответственно, один день вы тоже не можете эти пакеты покупать, вы покупаете их на весь круиз.
и на каждого человека. И получается около $600. Я посчитала, в среднем коктейли стоят $10-12. Вам нужно выпить примерно 42 коктейля, чтобы, так сказать, окупить вот эту сумму. И смотрите сами, то есть за 5 дней 42 коктейля на двоих это реально много, ребята. Если вы не особо пьющие, такие как мы, смотрите сами, вы можете иногда просто взять бокальчик вина себе или коктейльчик и заплатить там 20, 50, 100 даже долларов, а $600 потратить на что-нибудь другое. Что интересно, на шведском столе вы можете каждый день, ежедневно, с утра и вечером пить кофе, чай, лимонный напиток, красивый такой красненький напиток, я не знаю, что это, апельсиновый сок ненатуральный, воду в неограниченном количестве. Все. Чай, кстати, около 8 разных видов включено. Все включено это. Соответственно, если вам не нужны дополнительные напитки, то пакеты можете эти и не брать. Ребята, после обеда очень хочется поспать. Палубу снять. Главное снять палубу. Друзья, я просто решил ставить немного реальных событий, чтобы все не казалось, что, знаете, мы такие отдыхаем, там все такие накроемся. Оставь меня здесь. Примерно так я уговаривал Лизу пойти подняться и доснимать основную часть палубы. Пойдем, сон, сейчас заснимем, потом часик поспишь. Пока. Пойдем, Сан. И вот, друзья, она, долгожданная верхняя палуба, где находятся бассейны и такие главные водные развлечения этого круизного лайнера. Здесь очень много людей, все время орет музыка, короче, здесь весело. А вот на этом большом гигантском мониторе вечером показываются фильмы. Как видите, здесь несколько бассейнов, есть джакузи, в общем, все как надо. Здесь же прямо рядом с бассейнами находится барчик, где можно выпить немножко. И прямо сейчас наш круизный лайнер тронулся. Мы стояли в порту Куала-Лумпура, Малайзия, и вот мы вновь пошли, дали ходу. Беговая дорожка существует здесь, и она проходит, получается, по кругу всей верхней палубы, и это идеальное место, чтобы с утра, наверное, побегать. Далее мы подошли к спа-зоне, это спа с открытым бассейном, и вон там находится тренажерный зал, сейчас я вам тоже покажу его. Вот вход в спа, Vitality называется, моим именем, что ли, назвали? Спа Vitality. Даже спа называют твоим именем. Да, сейчас спа Vitality. Кому интересно, можете нажать на паузу, вот все цены на спа-процедуры. И вот спорт-зона. Давайте я вам покажу сейчас мультикласс аэробики. Тут девчонки и парни занимаются. И здесь у нас огромный тренажерный зал абсолютно со всеми видами тренажеров. И как видите, все люди занимаются, все на спорте. Прикольно смотрится, как корабль движется. Занимаешься, вот прям на беговой дорожке бежишь и плывешь одновременно. А прямо по центру находится огромное джакузи, полностью пустое, потому что все тусят на палубе. На корме корабля мы обнаружили еще одно кафе. Джонни Рокетс Бургер. Ну-ка. Прикольный такой стиль, как будто 80-е и 90-е. Есть зона для пинг-понга, очень много столов. Из развлечений на корме корабля есть искусственная волна. Такую тему я люблю, обязательно прокачусь. Здесь даже есть полноценная баскетбольная площадка. А прямо напротив баскетбольной площадки есть такая вот скала, можно там заняться скалолазанием, чуть ли не на сами вершину трубы забраться. И здесь же далеко ходить не нужно, находится миниатюрное такое гольф-поле, можно поиграть, очень много лунок. Настало время ужина, и сегодня как раз таки мы кушаем именно в этом ресторане. Нам выдают сейчас меню. Thank you. Вот такое меню, все можно заказать. И здесь очень удобно то, что когда вы бронируете себе билет на круизный лайнер, вам выдается карточка, и на этой карточке забронирован, за вами будет столик. У нас сейчас столик был 352, нас изменили, получился 267, зато мы вдвоем сидим с Лизончиком, и он закреплен за нами на все время круиза. Вино везде покупается, и весь алкоголь отдельно. $10 мы взяли себе 2 бокала винца. И первое, что нам принесли, это, друзья, улитки. Здесь сверху все таким сыром сделано, видите? И эти улиточки находятся в таких отверстиях. Да, этот вкус ничем не спутаешь. Ради этого нужно ходить в ресторанчике. Вообще обалденно, так вкусно. Бомбиссимо, да? Все это можно бесконечно заказывать. Если будут креветки какие-то шикарные, лобстеры в меню, просто берете, меню постоянно меняется, и можно бесконечно это есть, потому что все включено, пока не лопнете. Следующее блюдо называется Catch of the Day, то есть рыба, которая типа поймана вот на днях. Это чума, друзья.
Это очень вкусно. Действительно, вот ресторан от шеф-повара, кстати говоря, блюдо. Ну, на десерт Лизонька взяла себе мусс вот такой вот вкусный. Мы объелись, друзья. Очень классный ресторан. Посмотрите, насколько здесь много людей. Все столики заняты. Если, например, так сравнить, если мы с Виталиком пойдем в ресторан вот примерно такого уровня и поедим то же самое, что ели сегодня, нам это в Питере обойдется 5 тысяч, наверное. А здесь вы можете это попробовать прямо на лайнере, а потом пойти на шведский стол. Вы не наелись в ресторане? Не проблема. Есть же шведский стол. Пойдемте догонимся. Да, ребят, еды, как вы видели, очень много на шведском столе и на ужин, но мы решили отделаться. Лиза взяла такой десертик шоколадный. Видите, от нас сейчас такой остается шлейф. Я взял себе вот 2 печенюшки с кофеечком и отправимся уже на вечернее шоу. И вот уже вечером мы спускаемся в этот Ла Скала. Шоу сегодня у нас называется Music in Pictures, что как бы переводится «музыка в кино». Ну как вам? Нам очень понравилось. Это просто супер. И такой заряд энергии. Молодцы ребята. Целая команда работает на шоу. Я даже представить себе не могу, сколько надо всего затратить, чтобы сделать такое шоу всего лишь на часик на круизе. И вот вечером уже даже сам себя не слышишь, потому что движуха в самом начале. Все кафе заняты. Живая музыка. Невозможно вообще вот туда пройти в центр, потому что здесь сейчас ночная тусовочка. Это Мишель, круизный директор здесь на лайнере. Выходит вот так, общается со всеми, просто супер. Наверняка вам интересно узнать, где же забронировать круиз. И мы на американском сайте нашли офигенный промокод. Вот он, Happy Royal. И его можно вбить на всех российских сайтах, на которых бронируются круизы. Это Dreamlines, Infloat, круизный дом, круизный центр Нептун и магазин круизов. То есть заходите, бронируете себе круиз, вбиваете промокод и получаете скидку. Друзья, начинается 3-й день нашего круиза. Сегодня будет Новый год. Сейчас мы приплыли в Таиланд, на остров Пхукет. Стоп. Это оставим на потом. Друзья, вам понравился выпуск? Если да, то подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий. Это очень важно для нас и для канала. Ваши лайки и комментарии мотивируют нас на создание еще более качественного контента. А в следующем выпуске мы покажем вам, как празднуется Новый год на лайнере. Кстати, с Новым годом всех! Увидимся!